кто этот мужчина, а этот или этот. Одни из них полны страхов и комплексов, другие наоборот, решительны, самодостаточны, целеустремленны. Для одних завтрашний день уже настал, и они поняли, что в этой жизни надо что-то активно делать, чего-то добиваться. Другие так и живут в предвкушении счастливого случая или, достигнув первых результатов, боятся сделать следующий шаг. Каждому мужчине хочется быть сильным, но далеко не каждый готов к этому. Внутренние страхи, неуверенность в себе. Иногда победить их в одиночку оказывается сложно. Я намерен научиться доводить любую ситуацию до того исхода, который нужен мне. Страх выступления перед людьми, перед коллективом. Сейчас мне это надо, я работаю. Понимание с близкими мне людьми, родственниками. Иногда у нас возникают конфликты на ровном месте. «Спарта. Новые герои». Этот тренинговый проект призван сделать мужчину таким, каким его задумала природа. Сильным, гордым, свободным, желанным в глазах женщин. Таким, чтобы окружающие его люди могли лишь гордиться этим человеком. Спарта – это о том, как быть настоящим, Спарта – это о том, как быть примером, вдохновляющим примером для людей, которые тебя окружают. В ближайшие 3 дня я здесь буду вместе с тобой для того, чтобы ты добился результата, за которым, собственно говоря, ты сюда и пришел. Если мне нужно будет быть с тобой жестким, я буду жестким. Если нужно будет быть мягким, буду мягким. Если нужно будет говорить глубоко, я буду говорить глубоко. Если нужно будет орать матом, я буду орать матом. 3 дня. Этот срок может показаться небольшим только для того, кто так и не решился прийти на Спарту. Но тот, кто нашел в себе мужество, с первых секунд понимает, каждая крупица времени, сил и терпения работает на результат. Мне дискомфортно. С другой стороны, я понимаю, как во мне умирает все то, что я хотел, чтобы умерло. Первый день тренинга направлен на так называемую чистку, выявление тех психологических проблем, с которыми в дальнейшем предстоит работать тренеру. Я вот чувствую, что мне в жизни надо как-то, сконцентрироваться, то есть, жить научиться. То есть, бывает страшно жить, бывает страшно просто на улицу выйти, без причин. Честность и ответственность – основные постулаты Спарты, которые позволяют раскрыть человеку его слабые стороны и начать с ними бороться. Сделать это непросто, именно поэтому многие из элементов тренинга останутся за кадром. Ведь иногда участники рассказывают такое, чем не могли бы поделиться даже со своими родными и близкими. Не сложись этого тренинга, они бы никогда не предпочли не выпускать наружу, никому не показывать. Предпочли бы сами не вспоминать, не возвращаться к мыслям. К ситуациям, когда они были слабы, когда нужно было помочь другу, товарищу, протянуть руку помощи или поднять руки к лицу и драться. Когда нужно было быть честным, они врали. Когда нужно было быть настоящим, ответственным, они брали и предавали, к примеру, в угоду своим интересам. Когда нужно было оказать должную поддержку любимой женщине, а вместо этого они вели ее делать аборт. Одно дело поделиться своей историей с другими участниками Спарты, другое – выйти на улицу и рассказать ее случайному прохожему. Это лишь одно из полевых заданий, которые участники получают в процессе тренинга. Я не буду пару минуток? Мне нужно, просто рассказать тебе историю одну про тебя. Я сегодня выполнял задание, по Невскому проспекту ходил, И мне сначала показалось, что это вообще нереально, то есть как будто мне дали, просто что-то невозможное, завоевать мир. А когда я это, естественно, промелькнула мысль, обмануть, где-то схитрить, но я это задание честно выполнил, и мне почему-то хорошо стало, я себя почувствовал хорошо. Если кому-то из участников Спарты показалось, что он с легкостью справился с первым днем тренинга, он глубоко ошибался. Быть сильным можно лишь доказав это другим. По моей команде сейчас займешь позицию на 2 кулаках. Здесь, в этой аудитории. Выглядит это примерно вот так. Спинка прямо.
Голова смотрит вперед, взгляд тоже вперед, стоишь на кулаке. Когда я дам команду убрать одну руку, выбираешь ту руку, на которой будешь стоять, и остаешься стоять вот в такой позиции. Ножки прямо, спинка прямо, стоишь на кулачке. Гнуться, стоять вот в такой вот позиции и так далее нельзя. Как буква «Г». Это более простое упражнение, которое показывает на самом деле то, на что ты способен. Пришел ты сюда для того, чтобы выкладываться, преодолевать себя или так, как обычно, собираешься показаться красиво. Твоя задача в этом упражнении очень простая. Первая задача – выстоять дольше, чем остальные участники. Вторая задача – преодолеть самого себя и зайти на шаг дальше. Дойти до своего предела и сделать один маленький шажочек. Тот шажочек, который как раз и дает результат. Спарта как мастерская по тюнингу. Это не место реанимации ущербных старых автомобилей. Тут в корне неверно так воспринимать этот тренинг или проект, или обстановку, которая здесь царит. Нет, сюда заходят нормальные парни, заезжают нормальные машины. Просто они хотят провести реальный тюнинг. Задача сегодняшнего дня очень простая. Дать такую нагрузку, чтобы человек вначале посчитал, что это невозможно, что он не может. Преодолел себя, прошел через эту нагрузку и, самое главное, потом получил подтверждение того, что он может гораздо больше, чем он себе думает. В течение второго дня тренинга мысль о том, чтобы покинуть проект, возникает почти у каждого. Но вовсе не из-за того, что физическая нагрузка, которой подвергается участник, кажется слишком тяжелой. Очень сложно заставить замолчать внутренний голос, который постоянно твердит: «Все, это предел, пора остановиться». Задача вашей команды, чтобы игрок вашей команды занес и приложил вот этот мяч на территорию зачетной линии. Вот там. Команда готова? Не слышу. Так. Растут нагрузки, растет командный дух. С первого и до последнего дня проект «Спарта» учит мужчину искусству грамотного выстраивания взаимоотношений с людьми. И не с точки зрения «ты мне и я тебе». Чтобы добиться результата и достичь поставленной цели, необходимо умение вкладываться в человека и при этом не ждать сиюминутной отдачи. Один из лучших способов показать и продемонстрировать этот навык – галера. В этом упражнении все зависит лично от тебя, а значит от всех. На счет раз поднимаемся, на счет два опускаемся. Руками помогать себе нельзя. Слушаем то, что буду говорить я, и слушаем то, что будут говорить капитаны. Раз! Команда должна подниматься в этом упражнении. Тяните длинного, тяните. Два! Раз! Этот целостный, слаженный механизм – лучшая иллюстрация целостного человека, который думает, чувствует и делает все в одном, а не противоположных направлениях. Задача Спарты – помочь сформировать такую целостную личность, которая бы нашла свое место в этом мире. Мозаики, огромные миллиардные мозаики этого мира, я тот пазлик маленький, который свое место нашел. И мне хорошо в этом месте. Даже если пазл вокруг он разбитый, разрушенный какой-то, у меня в этом пазлике свое место есть. Я не валяюсь вне пазлика. Меня не перебирают руками с одного места на другое место. Не присоединяют к другому ненужному пазлику. Я на своем месте. Все, мне хорошо. И физическая усталость здесь ни при чем. Ресурс человека на Спарте кажется безграничным. Когда участник чувствует, что больше не может приседать или отжиматься, у него открывается второе дыхание.
Когда ему кажется, что он не в силах поднять руку на другого человека, он неожиданно для себя побеждает в бою. Можно годами изучать карате или дзюдо, но так и не быть готовым к реальной драке. И только будучи готовым к схватке, можно научиться противостоять агрессии. Прижимаемся вот так вот кулачками. Когда я даю команду старт, начинаем рихтовать друг друга кулаками прям по щам. Что есть мочи. Работаем только кулаками, локтями, головой не бьем. Не толкаемся, не боремся. В чем смысл данного упражнения? Все максимально просто. До тех пор, пока ты не закрываешься, не прячешься, идешь вперед, бьешь, у него нет амплитуды для того, чтобы тебя срубить с лавки. Как только ты начинаешь закрываться, ссать, убирать глаза, опускать руки, работать сильно не на 5 из 5, у него появляется амплитуда для удара, для того, чтобы тебя срубить и отправить тебя немножечко отдохнуть с этой самой лавочки. Работать будем по времени. Сейчас именно то самое время, когда нужно позволить быть себе свободным. Не держать в себе злость, не держать в себе ненависть, не держать в себе обиду. Лишь избавившись от боли, от ненависти, от гнева и обид, ты сможешь стать по-настоящему свободным и идти к своему свету, к тому, что по-настоящему важно для тебя, ради чего ты живешь. Кажется, уже сейчас, за первые 1,5 дня, ты создал отличный повод для того, чтобы собой гордиться. Поаплодируй себе, ты молодец. Ты способен на гораздо большее, нежели тогда, когда ты выбираешь в очередной раз найти компромисс с собственной слабостью. Я очень хотел показать тебе, что на самом деле ты что-то из себя представляешь. Представляешь что-то весомое. Становишься таким, когда выбираешь для себя быть сильным, биться. Так стоит ли тогда ходить, прятать глаза, бояться, закрываться? Лишний раз не говорить там, где нужно говорить, лишний раз не сделать то, что нужно сделать. Жалость просто нескончаемая к себе прямо била в голову, что, во что я вписался вообще? Я вообще дойду как бы, и сколько это еще будет продолжаться? Вот, но сейчас, да, в принципе, прошло почти 6 часов. В принципе, я еще в тонусе, я еще что-то смогу сделать. Сделать первый шаг, преодолеть сомнения и подойти на улице к красивой девушке, чтобы познакомиться. В реальной жизни мужчина иногда на это просто не способен. Кажется, в этом нет ничего страшного, но что-то его останавливает. А значит, необходимо научиться преодолевать сомнения и делать этот решительный шаг. День 3. Роп-джампинг. В буквальном смысле шаг навстречу собственным страхам. Когда я прыгнул, стало очень страшно, вот именно физически, животный страх. И потом, конечно, облегчение. Очень страшно делать первый шаг. Но когда его делаешь, получается такой некий хлопок в душе, внутри, в разуме, и ты понимаешь, что ничего, в принципе, в этом страшного нет. Третий день Спарта называют экстремальным не только из-за роп-джампинга. Едва успев справиться с адреналином после прыжков, спартанцы попадают в бойцовский клуб. Вы попали в бойцовский клуб! Ура! Ура! Объявляю правила проведения поединков. Правило первое. Бой идет до момента, пока один из противников не вырубился, не сказал стоп, или мы, как люди, которые смотрим за боями, не остановили бой. Ура! Ура! Правило второе. Ты волен остановить свой бой в тот момент, когда посчитаешь нужным. Но я искренне верю, что ты пришел сюда не для того, чтобы сразу сдаваться. Ура! Ура! Первая пара! Мужчина всегда готов принять бой.
И дело вовсе не в насилии. Спарта – это осмысленное развитие. Если кто-то в реальной жизни не решался поступить жестко, бескомпромиссно, то в бойцовском клубе у него есть все шансы показать, что он способен взглянуть противнику в глаза и идти до конца. Я вас поздравляю, мы это сделали! Ура! Ура! Страхи определенные. На тренинге я всячески пытался их решать. Вот, и смело могу заявить, что на 90% мне это удалось. А все остальное я доработаю в дальнейшей жизни. Первый день я понял очень многое. Я понял, что кто я вообще такой на самом деле, как меня видят люди. А как видят, так и есть. Все, что я пытался от себя скрыть, это вылезло наружу. Второй день я понял, что все мои страхи – это ерунда. Это просто у меня в голове. И все, мир вообще не такой, как я думал. Все, что я о нем думал, это была какая-то карта мира, нарисованная от детской руки. Все поменялось. Третий день я понял, что я могу все. Я благодарю Бога, что меня соединяет с такими людьми, особенно сейчас в последнее время по жизни. Я горд, что у меня есть такой друг. Вот, и я здесь, в Питере, мы всегда вместе. Первый шаг уже дан, теперь только вперед. Никогда не отступать, никогда не сдаваться, всегда идешь вперед. Ярких побед, настоящих, такими, чтобы ты всегда ими гордился, чтобы твои близкие ими гордились. Быть сильным, стойким, смелым. Как это ни парадоксально звучит, но Спарта начинается с того момента, как тренинг подходит к концу. Потому что Спарта – это не о том, как проливать кровь на татами, не о том, как бить или качать пресс несколько часов подряд. Спарта – это о том, как быть настоящим мужчиной, чтобы все те, кто тебя окружают, могли тобой гордиться. Спарта – это о том, как быть примером и источником вдохновения для мира и людей вокруг тебя.